Работа с магией, вне зависимости от традиций, от вашего намерения, от вашей силы и вашей доброты, это всегда отчасти работа со смертью. Видение возможно из такого состояния, когда вы целиком обнулили свою личность, отказались от нее. Когда вы смотрите другого человека, вы не делаете это через призму логической аналитики, вы ориентируетесь на более глубокое поле. Не стоит забывать о том, что магия – это постоянное расширение своей личности, с той целью, чтобы уметь забираться как можно глубже в мир архетипов, коллективного бессознательного и в мир ноосферы, информационной оболочки Земли, ментального и чувственного опыта всех прожитых поколений. Там все самое вкусное и находится. А попасть туда можно только через смерть, через временное раздевание своей личности до степени в идеале полного обнуления. Когда человек сидит в состоянии самадхи, у него нет личности. Возможно, в прошлом у него были какие-то реализованные социальные сценарии, любовь, работа, но в этом состоянии никакой опыт значения не имеет. И когда вы качественно проводите ритуал или когда вы смотрите кого-то, у вас тоже в этот момент нет личности, нет прошлого, настоящего и будущего. Вы просто сама пропасть, сама темнота, вы ноль. И вы в этом состоянии максимально расширены и максимально одиноки. Практики по-разному описывают этот опыт. Мне вот вспоминаются слова одной видящей бабушки, с которой я когда-то познакомилась в деревне. «Я словно на краю омута стою, и чтобы в омут войти, я должна скинуть платье. Только это не простое платье, это моя душа. Я оставляю душу на траве и шагаю вперед». О, я много раз встречала совершенно удивительных людей. Мир со мною щедр на волшебные встречи. Сколько их было, светлейших и озлобленных, мощных и с едва теплящейся силой, самонадеянных и почти атеистичных. Но у каждого из них был самый главный дар. Все они перед каждым обрядом умели полностью сбрасывать свою личность, как змея сбрасывает кожу. Все они умели становиться самой смертью и самой тьмой, безликой и бесконечной. Я это считаю и своим главным даром. Возможно, вы уже слышали то, что в магии принято называть зовом. Возможно, что-то вас позвало, и сами силы привели вас ко мне. А может быть, вы находитесь в поиске силы? Тогда у меня для вас две новости. Как водится, хорошая и плохая. Хорошая. Источник силы безграничен и гостеприимен. Хватит на всех. Не стоит думать, что эти врата открываются только избранным, при рождении богами поцелованным. Например, лично я припала к источнику силы, когда мне было уже за 30. Вы тоже можете получить силу. Каждый человек может. Плохая новость. Сила – это отнюдь не синоним счастья. Путь ведьмы, мага, шамана, брахмана в том числе состоит из тропинок, не кажущихся привлекательными большинству. Тут и строгая аскеза, тут и боль, без которой не бывает развития и расширения личности, тут и скорбь. Еще одно предостережение. Магия не может быть абсолютно безопасной. В магии человек работает с экстремальными психическими состояниями. В магии человек добровольно идет на то, чтобы встретиться со своими внутренними монстрами. Так что я не могу вам обещать, что путь будет легким. Однако могу сказать совершенно точно, что он будет интересным. Очень многие практики начинают именно с этого направления. Это нам близко по крови, это работает, это, при соблюдении техники безопасности, едва ли может вам навредить. И это точно откроет для вас дверь в мир тонких состояний и истинной силы. А знаете, что нужно осознать, когда делаете самые первые шаги в мире магии? В том, что не стоит вам искать никаких чудес. Поиск чуда – это всегда путь от чуда, а не к нему. Настоящие чудеса начинаются только тогда, когда вы осознаете, что нет ничего, кроме них. Каждый ваш вдох – это чудо. Каждая ваша мысль, каждый предмет, который вы видите перед собой, каждый человек, который встретился вам на пути. Быть магом
Как это чертовски привлекательно звучит. Перед глазами бежит вереница стоп-кадров, один заманчивее другого. Вот Руприхт, очарованный прекрасной Ренатой, рисует в своем темном храме защитный круг, пересечь который не смогут вызываемые им демоны. Вот вереница склонных к селф-деструкции романтиков, в которой мелькают лица от Эллади и Фауста до забытого современниками Саввы Грудицына, жаждущих подписать заветный контракт, обменяв простое и понятное величие на нечто, не подлежащее точному определению, что называют словом «душа». Вот великий и ужасный Алистер Кроули зовет Буэра среди остывающих песков. Вот, в конце концов, растиражированный маскультом подросток в круглых очках и со шрамом на лбу кричит «Авада кедавра!» прямо в страшное лицо воплощению зла, как оно есть. Все это так романтично, все это так притягательно. Ко всему этому так хочется прикоснуться, сделать хотя бы частью своей жизни. Магия, как поле самореализации, привлекает и всегда, даже в те далекие темные годы, когда за интерес такого рода можно было поплатиться жизнью, привлекала сотни самых разных людей. К счастью, большинство разочарованно покидают этот мир, едва сунув в него кончик носа. Слишком сложны местные квесты, слишком призрачны победы, слишком много времени придется потратить на постижение основ. Слишком быстро меняет жизнь эта дорога. Магия по зубам единицам. И вовсе не потому, что нужны какие-то особенные изначальные таланты, а потому, что без формирования так называемого магического мировоззрения и магического подхода к повседневной жизни добиться видимых успехов в этой области, даже неважно искусства или ремесла, невозможно. Отчасти репутация магии подпорчена именно ими, горе-странниками, задержавшимися на первом же пороге, первым же плохо вооруженным стражником. Магия часто привлекает людей с пустотами, зияющими дырами в душе. Во-первых, в этот мир часто стремятся люди в чем-то ущербные, не нашедшие места в обществе, но обладающие кровоточащим эго. Они надеются, что, получив власть над некой загадочной силой, смогут взять реванш. Причастность к чему-то беспредельному, чему-то, суть чего они не понимают и в суть чего не желают по причине лени вникать, помогает им воспринимать себя не теми, кем они в действительности являются. Во-вторых, в этот темный лес стремятся и многочисленные, ищущие легких путей. Как поет Земфира, денег ноль, секса ноль, музыка сдохла, мальчик в ноль. Почему бы и не исправить эту ситуацию с помощью волшебной палочки? Конечно, большинство подобных людей предпочитают обращаться к практикам, причем обращаться многократно, потому что легкий путь – это лишь временный косметический эффект, а не окончательное решение проблемы. В-третьих, это просто люди эксцентричные, которые в своей тяге к необычному похожи на подростков. Оригинальность ради самой оригинальности, а не идеи за ней стоящей. В-четвертых, это люди, которые не умеют брать ответственность за собственную жизнь, а особенно за ее пощечины и оплеухи. Те, кто поспокойнее, просто становятся фаталистами. Те, кто побесноватее, объясняют любую кочку, о которую они споткнулись, результатом негативного влияния со стороны. Порча. Именно о таких писал русский поэт Николай Огарев. Мистицизм приводит к бездействию. Упование на силы небесные мешает приводить в порядок дела земные. Ну и, наконец, просто суеверные романтики. Этих я даже люблю, они забавные. Правда, еще больше я люблю суеверных скептиков. Вот недавно один такой разглагольствовал о том, что магия – это бред. А когда я попыталась прикурить от стоящей на столе свечи, вытаращился и зашипел, как камышовый кот. «Ты что делаешь? Нельзя!» Очень часто духовный путь таких людей оказывается коротким, как прыжок из окна. С той только разницей, что они слишком поверхностны даже для того, чтобы эффектно разбиться вдребезги. Так что поднимаются, отряхивают грязь с пальто и ковыляют дальше. Короткая история одного разочарования, помноженная на десятки голов. Причем, чем старательнее человек пытался вникнуть в процесс, тем больше он тратил времени и сил на постижение,
тем, что, естественно, мучительнее его разочарование, тем более раненым он себя ощущает, и тем с большим жаром начинает пинать ногами имена и теории, которые прежде упоминал с почтительным придыханием. А бывает и так, что человек приходит вроде бы и с чистейшим намерением, и даже иногда, правда вот эта редкость истинная, со священным отсутствием жажды результата. Такие люди готовы тратить силы и время просто на познание ради него самого, без ожидания плюшек небесных. И все равно так часто не получается, даже у таких. Получает такой маг или ведьма доступ к структурированной информации, начинает какую-то ритуальную работу, только вот время идет, но почему-то, как говорится, не в коня корм. Вроде бы он и старательно тренирует взгляд из-под лобья. Даже актер, сыгравший Волан-де-Морта, позавидовал бы ему. Но почему-то народ не разбегается в панике. Вроде бы варит какие-то зелья любовные, шепчет слова страстные, мусолит книги запретные. А нет, не видать штабелей у ног богини. Не исполнен золото кошелек практика. Почему так происходит? Почему мир магии принимает лишь избранных? В чем секрет, заветный пятый элемент? Что это такое? Пресловутое магическое мировоззрение. Что это значит? Дышать как маг. А причина так банальна, так приземленна. Вставая на нашу, не буду спорить, скользкую, петляющую в чащах, местами утопленную в болотах, иногда прерывающуюся пропастью дорожку, эти люди ставят во главу угла не познание мира, не интерес к нему, а собственную личность. Их первичная мотивация – ощущение собственной исключительности, а не желание узнать, как устроен мир, снять шоры с глаз и учитывать все взаимосвязи. И это ужасно. Да, первичное поле деятельности начинающего мага – это всегда его собственная личность. Это удобно. Каждый раз ты выступаешь и алхимиком, и его лабораторией. Ты немедленно видишь результат и немедленно платишь по счетам. Но все же работать с личностью – это одно, отталкиваться от личности – совершенно другое. В идеале познание мира начинается с того, чтобы почувствовать общность с другими людьми, а вовсе не силу своего блеска на фоне серой массы. Почти все духовные учения делили человеческую душу, сознание на некие части – от низшего разума к той божественной искре, которая содержится в каждом из нас. Скорее всего, большинство знает, что такое древо жизни, и могут соотнести его с чем угодно, например, со структурой человеческой психики. В каждом из нас есть частица его, безусловный свет, священный сах, внутренний кетр, то самое невыразимое, которое, по большому счету, и, как сейчас модно говорить, рулит. Проще говоря, есть часть сознания, которая решает, что надо добыть самого волосатого и мясистого мамонта, а есть часть сознания, которая вопрошает что-то вроде «Кто я? Куда я иду? Что я могу? Существовал ли я до? Зачем все это?» и тому подобное. Пропорции различны, в зависимости от человека и его пути. Кто-то так увлечен мамонтами, что та вторая часть совсем спряталась в донном иле, и окружающим иногда даже кажется, что ее в этом человеке не существует вовсе. Кто-то, наоборот, даже поход к стоматологу обставляет так, что это выглядит актом проявленной мудрости. У кого-то – равновесие. За истинную магию, магию как искусство, естественно, отвечает не та часть души, которая хочет мамонта, а другая, высшая, божественная часть. Почему дедушка Хуан так рьяно настаивал на том, что от чувства собственной важности придется избавиться, если, конечно, некто хочет стать воином и магом? Тут стоит вспомнить один из базовых законов магии – о том, что любая идея уравновешивается и находит истинное совершенство в своей противоположности. С профанной точки зрения сочетание «избавиться от чувства собственной важности» – некий странный аспект самоуничижения. Но это далеко не так. Избавление от чувства собственной важности – это игра в пользу внутреннего Бога, то есть то, что в конечном счете возвышает и обожествляет. Напрашивается два главных вывода. Первый. Очень важно,
чтобы мотивацией начинающего мага было как минимум стремление к познанию, а не желание самоутвердиться. Второй – чтобы видеть в лесу дорогу, а не заблудиться в лучшем случае в 3 соснах, а в худшем сгинуть в чаще только тебя и видели, стоит отталкиваться от любви, а не от чувства собственной важности.